Сейчас у нас будет рыбалочка. Я тут сплавляюсь по реке Дон. В общем, я оставил своих ребят на плоту, а сам на лодке сплавляюсь вниз. Ну и буду покидывать. В интересных точках буду останавливаться. В общем, я думаю, что будет интересно. Итак, погнали! Так, друзья, давайте быстренько пробежимся по снастям, которые я буду ловить в эту поездку. Значит, я, конечно, снастей взял много, но собрал 2 комплекта и в основном буду ими ловить, если ничего экстраординарного не случится. Взял такую щучью палку. Это у нас Гэтганчо, моделька. Называется ГАЗ-702 МЛФ с тестом от 4 до 16 грамм. Ну, вот, в первую очередь это для щуки. Такая сухой, звонкий бланк. Вообще как бы тест явно можно превышать. Поэтому буду воблера использовать разного формата. Вот, хотя в этой рыбалке щука не самоцель. Катушка от Сурино, это Егор 3000. Отличная бюджетная катушка, но уже проверенная. Работает отлично. Петли не сбрасывает. В общем, я доволен этой катушкой. Единственное, может, по сравнению с какими-то именитыми вес в ней чуть больше. Вот, шнур единичка по японской классификации от Сиглон. А воблеры будут под условия использоваться разные. Так, следующий спиннинг это у нас Majercraft Fircast модель RCS T762L с тестом от 0,5 до 7 грамм. Ну, это уже такая палочка по белому хищнику у меня. Голавль, жерех, ну, это окунь, все такое. Да, такой, в общем, бюджетный спиннинг, но очень хороший. Ну, то есть сам бланк очень зачетный, тубулярная вершинка. Очень мне нравится, но единственное дешевая фурнитура. То есть там не противозахлестные кольца и так далее. Но в целом можно потерпеть такие неудобства. Так, катушка тоже от Сурино. Это старенькая, древняя F2000. Проверенная временем. У меня их 2 штуки. Вот ловлю ими постоянно. Уже с десяток лет. В продаже, по-моему, уже официалов нет. Вот. Шнур 0,8. Тоже от Сиглон. Ну, а приманки, опять же, отдельно будут в видео. Такой отличный крэнк с Алиэкспресс. Это такую пена более именитую, конечно, модельку. Очень такой интересный и уловистый. Я на него уже там очень много и головля переловил, и окунь попадается. У меня он в 2 расцветках. Это вот такой яркой и под натуралку. Обе рабочие, разловлены. Натуралку я больше в солнечную погоду ставлю, а это в пасмурную. Но единственный, пожалуй, минус, чуть не хватает ему заброса. Был бы запрос чуть дальше, был бы вообще, я не знаю, один из самых лидеров. Ну, Голавль его обожает. Цапля редко резаная. Прогнал я ее с этого переката. Она как раз тут возле коряги стояла. Рыбу ловила. И тут и я приплыл. Она меня испугалась, естественно. Свалила, теперь надо мной летает кругами и матерится. Ну извини. Мне тоже нужна рыба. Плыву, будешь ловить. Давай, выходи. Ух ты, хорошо упирается. Ну, это жерешок. Это жерешок.
Я думал голавля. А нет, голавля. Голавлик попался. Такие. О, ребята, гляньте какой. Ой, блин. Зальет мне сейчас лодку своим молоком. Классный. Вот такой бодрый голавль попался. На дешманский воблер с Алиэкспресс. Давно я не ощущал эти резвые поклевки. Давно. Погода, ребят, испортилась. Дождь ходит. То идет, то заканчивается. Вокруг тучи. Солнца нет. Голавль неактивный. Да и жерех малоактивный, скажем так. Вот кратковременно солнышко вылезло. И голавлик попался, сразу клюнул. А так, я поэтому, кстати, поставил яркую приманку Крэнк. Именно потому, что погода пасмурная. Пробовал ставить натуральные расцветки, они вообще молчат. Просто я даже вижу, что голавль есть там, вроде как не крупный. Вообще ноль поклевок. А яркий сразу сработал. Ух ты, есть. Есть какой-то друг. Ух, ничего себе. А, это окунь. Окуняра. Здоровый. Да иди что сюда. Гляньте, какой окунь. Красавец. Ух. Опять на этого яркого. Я спокойно. О, окуняра какой хороший всадил. Он тоже на крэнк. Крэнк вот этот с Алиэкспресс вообще отличный. Мне нравится, стоит копейки. А, ловит. На заброс только немного маловат. Это отличный воблерок от Цуёки. Называется он Ревал 43 SP. Ну, это копия на всем известного Риджа. И, блин, ловит классно. В этом сезоне прям разрывает рыбу разную. И головля, и жереха, и окуня, и щуку. В общем, отлично. Мне прям понравился. У него сделан система дальнего заброса приличная. То есть летает он хорошо и соблазняет. Вот такой он толстячок. Такой, скажем, это переходная модель между крэнком и миножкой. Вот, но больше все-таки к классу миноу, я думаю, он относится. На течении струю удержит хорошо. Вот, на течении прям один из лучших. Советую вам. Щучка. Ну вот, зубастая соблазнилась. На воблерок от Цуёки. Это у нас Ривал в 43 размере. Вообще в этом сезоне
косит всю рыбу подряд. Отличный воблер. Ну и щучка такая, килограммушка, наверное. Не понял. По-моему, рыба села. Или нет? Да, рыба. Что за рыба? Ну, щука, наверное. Под камышом кто там еще мог стоять? Не, судачок. А, нет, щука. Блин, я слепой. Уже щуку от судака не отличаю. Спокойно. Вот зараза. Спокойно. Я тебя отпущу, ты маленькая. Только сфоткаю и все. Вот такая злодейка попалась. На блесну от Lucky John. Классная блесна. Правда, более классная расцветка у меня потерялась уже. Отстрелена, по-моему. Осталась такая красненькая. Ну, правда, не знаю. Может, не... Ну, это тоже хорошая. Но я ее вот только разловил пока. Да, я знал, что здесь должна где-то стоять. А вот сижу тут посередине реки, пережидаю дождик. Дождь, честно говоря, подзадолбал. Ходит тут кругами. Он, правда, сейчас вроде как заканчивается, но я надеюсь. Вот. Есть совсем небольшие промежутки между дождя. Я пытаюсь ловить. Да я и в дождь пытаюсь ловить, конечно, если он не совсем сильный. Вот. Ну, кое-что удается поймать. Конечно, не та вообще рыба, на которую я рассчитывал, в основном клюет. Ну, потому что погода, соответственно, такая. Так что, но надежда еще остается. Так что погнали. Вот такой небольшой стик с Алиэкспресс. Вообще дешманский. Стоит что-то в районе 100 рублей. Но оказалось рабочий. И жерех на него соблазняется, и щука. В общем, полное разнообразие. Отлично. Люблю такие приманки, которые стоят копейки и ловят. Здесь такое место интересное. Дон. Идет струя. А здесь у нас такой залив получается с обратками, с тихой водой. Вот какой. И в этом заливе стоит щука, а на струе стоит жерех. Кидаешь сюда, ловишь жереха, кидаешь направо, ловишь щуку. Но правда жерех тоже еще заходит и в залив иногда, малька гоняет. Поэтому, когда кидаешь в залив, вообще непонятно, кто клюнет, щука или жерех. Поэтому желательно кидать жереховые приманки. Поклевка. На стик сразу же клюнул на первом же забросе. Но почему-то не засекся. Может, не крупный. Ну, что это? Опа! Мы узнаем, что это. Маленький жерешок. Понятно. Тут, видимо, много мелких жерешков стоит. Поэтому такие поклевки странные. Кто-то все время почти на каждой проволоке долбит стик.
чуть меньше даже стик поставила, вот засекся. Маленький жерешочек. Сидру. Есть, блин, сход. Падла. Вот это сход на первом забросе, а? Выпало сейчас обратно. Это местечко. Видел там под травкой всплеск. Забросил туда и поклевка сразу же. Че он засекся? Есть. Ух ты, ёпарасоте. Сидит родимый. Давай. Иди сюда. Вот это саданул. Блин, сколько во мне сейчас адреналина хороший. Кто это, щука или кто это? Или жерех? Не пойму. Это щука. Нормальная такая щука. Блин, привет сейчас. Собака. Нормальная такая щучка. Я правда думал, это жерех. Но это оказалась щука. Ребята, красотка. Ну так вот стик отработал. Ну, нормальную такую щуку. Я правда охотился за жерехом. Ну тут, блин. А стик дешманский вообще, по-моему, меньше 100 рублей стоит. Ну или в районе сотки. С Алиэкспресс. Класс. Ссылку оставлю. Блин, как она мне поводок не срезала. Стоит флюорокарбон. Есть. Это не крупная. Вот что тут творится, оказывается. Да щука бесится. Ну, смотрите, какая красотка. Но это уже не крупная. Опять отработал стик. Ну, вот такая не особо крупная щучка. Ну, стик просто тут их разрывает, этих щук. Кидал щучьи приманки, не хотят. А стик этот алиэкспрессовский жрут. Ну, продолжим. Опа-на! За хвост, что ли, тебя поймал? Чё ты так упираешься? Не крупная, совсем мелкая.
Все, ребят, путешествие мое подходит к концу. Вот. Прошло оно в плане рыбалки неоднозначно. В общем, погода очень сильно подкачала. Шел часто дождь с небольшими перерывами, поэтому целевая рыба не клевалась, приходилось перестраиваться на другую. Ну и в целом рыба была неактивная. Вот. Но кое-что мне удалось поймать. Ну а вообще, в принципе, рыбалка у нас не про количество, а про эмоции. Поэтому эмоции мне вот так выше крыши. В целом путешествие прошло замечательно. Поэтому, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал и на мой телеграм-канал. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока.